В этом видео я хочу рассказать про самодельный логический пробник, собранный на микроконтроллере. Вот он. Как видно, пробник сделан из корпуса от маркера. Пробник имеет ЖК-индикатор, управляется двумя кнопками. Давайте я продемонстрирую его работу. Так он показывает низкий уровень сигнала. А так высокий. Напряжение на выводах платы разное. Так пробник отображает импульсный сигнал. Вот так он выглядит вблизи. В пробнике есть режим вольтметра. Поставим напряжение побольше, 15 вольт. Поставим 20. Теперь 25. Поставим 5. И, наконец, 3. Так режим вольтметра выглядит вблизи. Следующий режим частотомера. Продемонстрирую его работу. Сигнал от генератора 100 Гц. 1 кГц. 20 кГц. 50 кГц. 100 кГц. 200 кГц. Далее я хочу продемонстрировать режим медленного осциллографа. Я не стал делать его быстрым, так как считаю, что в пробнике это не нужно. Главная задача здесь – оценка формы сигнала и наличие пульсаций. Как видно, диапазон отображаемых напряжений выбирается автоматически. Если сигнал импульсный, то диапазон пульсации отображается зеленой пунктирной линией. Так этот режим выглядит вблизи. Еще один режим работы этого пробника – определение частоты передачи данных по интерфейсу UART. В этой демонстрации источником данных является GPS-модуль, у которого можно программно переключать скорость работы UART. Изначальная скорость 9600. Следующая скорость 38400. Далее 115200. Наконец 230-400. В режиме осциллограф сигнал от GPS на скорости 115-200 выглядит так. Далее я переключился на скорость 9600. Так выглядит электроника пробника. А так она выглядит со стороны экрана.